Мегапроекты. Игры в Бога. Представьте, что над вашей головой толще океана, а вы едете по тоннелю, секции которого весят как тяжелые авианосцы. Или что вы живете в городе, где искусственный интеллект знает ваши желания за 3 секунды до того, как вы о них подумаете. Звучит как научная фантастика, но это уже наша реальность. Человечество всегда бредило идеей стать равным Богу. Мы строим мосты выше небоскребов, создаем искусственные солнца, которые в 10 раз горячее настоящего, и возводим города с нуля посреди безжизненных пустынь. Но за красивыми 3D-рендерами скрывается суровая правда. Природа наносит ответный удар. Сегодня мы разберем самые безумные мегапроекты в истории. От футуристических утопий, которые прямо сейчас высасывают триллионы долларов и превращаются в провал, до безумных попыток взорвать планету ядерными бомбами ради новых рек. Вы узнаете, почему один из самых дорогих аэропортов мира неумолимо идет на дно, и как Китай уже сегодня живет в 2050 году. Пристегните ремни. Мы отправляемся в будущее, где амбиции стоят целые состояния, а цена ошибки – жизнь планеты. Начнем с абсолютного рекордсмена по хайпу и финансовым потерям. Саудовская Аравия. Проект NEOM и его главная жемчужина The Line. Изначально нам обещали город-стену длиной 170 километров, высотой в 500 метров и шириной 200 метров. Никаких машин, нулевой углеродный след и 9 миллионов жителей, перемещающихся из конца в конец всего за 20 минут. На этот киберпанк-мираж выделили сумасшедшие 500 миллиардов долларов. Но добро пожаловать в реальность 2026 года. Строительство основной линии было приостановлено. Выяснилось, что построить такую махину стоит не $500 триллиона, а от 4,5 до 8,8 триллионов долларов. Это почти весь ВВП Германии. В итоге к 2030 году вместо 170 километров мир увидит лишь крошечный модуль на 2,5-5 километров. Но саудовцы сделали гениальный разворот. Поняв, что бетон не окупается, они сместили фокус на искусственный интеллект. The Line превращается в гигантскую машину по сбору данных. Алгоритмы будут анализировать все, от вашего сердцебиения до маршрута на работу. Похожая живая лаборатория прямо сейчас строится и в Японии. Это Woven-City у подножия Фудзи. Корпорация Toyota возводит город, где люди станут добровольными подопытными. Роботы, беспилотные шаттлы и водородные дома. Все это тестируется на реальных жителях. Звучит удобно? Да. Но готовы ли вы жить в комфортном звездном пути, где корпорации и алгоритмы знают о вас абсолютно все, превращая город в невидимую цифровую тюрьму? Напишите в комментариях. Если арабы строят города в песках, то другие страны пытаются эти пески напоить. Китай сейчас реализует один из самых масштабных инженерных проектов в истории человечества – поворот китайских рек. Север Китая, где находится Пекин, пересыхает. Решение – перекачать 44 миллиарда кубометров пресной воды с влажного юга на сухой север через каналы и туннели длиной более 1000 километров. Бюджет уже взлетел до 79 миллиардов долларов. Инженеры даже проложили гигантские трубы под Желтой рекой с помощью 70-метрового перевернутого сифона.
Но знаете ли вы, что в 1970-х годах Советский Союз планировал сделать нечто подобное только в 1000 раз безумнее? Советские ученые решили перебросить воды сибирских рек, таких как Обь и Печора, на юг, в сторону засыхающего Аральского моря. Но рыть каналы экскаваторами им показалось слишком долго. План под кодовым названием «Тайга» предлагал взорвать землю ядерными бомбами. В 1971 году в Пермском крае подорвали 3 ядерных заряда по 15 килотонн, каждый по мощности равен бомбе, сброшенной на Хиросиму. Земля взлетела на высоту 300 метров. По плану требовалось 247 таких взрывов. К счастью, радиоактивные осадки вышли за пределы СССР. Разразился скандал, и проект заморозили. От этой безумной идеи сегодня осталось лишь озеро с пугающим названием – Ядерное. Но даже без ядерных бомб природа жестоко мстит за излишнюю самоуверенность. Взгляните на Японию. В 1990-х они решили построить Кансайский международный аэропорт прямо посреди Осакского залива. Они насыпают искусственный остров в море, вбив в мягкое дно 90 тысяч песчаных колонн. Проект обошелся в $20 миллиардов. Но инженеры просчитались, остров начал тонуть. И тонет он гораздо быстрее, чем ожидалось. Чтобы спасти взлетные полосы от погружения в океанскую бездну, Япония вынуждена бесконечно вливать новые миллиарды в стабилизацию грунта. Это аэропорт, который обречен вечно сражаться с гравитацией и морем. А ведь бывали проекты, которые могли обернуться глобальной катастрофой. В 1920-х годах немецкий архитектор Герман Зёргель на полном серьезе предложил проект Атлантропа. Он хотел перекрыть Гибралтарский пролив гигантской 300-метровой дамбой, чтобы осушить Средиземное море на 200 метров. Цель – создать суперконтинент, объединяющий Европу и Африку, и дать миру бесконечную электроэнергию. Отвоеванная от моря территория была бы больше Франции. Но он не учел одного – обнажившееся морское дно превратилось бы в гигантскую, ядовитую соляную пустыню. Венеция, Ницца и Барселона оказались бы в десятках километров от воды, а климат Европы был бы уничтожен. К счастью, этот проект так и остался фантазией безумца. А вот аэропорту Берлин-Бранденбург никакое море не мешало, но он стал главным архитектурным позором Германии. Символ немецкого качества превратился в черную дыру. Из-за ошибок в проектировании, например, неработающей пожарной системы и эскалаторов неправильной длины, аэропорт открыли почти на 10 лет позже срока, а бюджет взлетел до $8 миллиардов. Забудьте про задержки в Европе. То, что сегодня делает Китай, это чистый киберпанк, возведенный в абсолют. Пока другие страны согласовывают чертежи, Китай за 4,5 месяца насыпает искусственные острова размером с 19 футбольных полей. Взгляните на мост Шэньчжэнь-Цзуншань или мост Гонконг-Джухай-Макао. Это 55-километровые монстры, сочетающие мосты на гигантских пилонах и подводные туннели. Как построить туннель под оживленным океаном? Китайцы отливали стальные секции весом по 80 тысяч тонн, это вес среднего авианосца. Затем их буксировали в море и с помощью специальной китайской системы навигации опускали на 40-метровую глубину с точностью до 2,5 мм. Или посмотрите на ущелье реки Бэйпаньчжан. Китайцы перекинули мост на высоте более 565 метров над пропастью. Это высота 200-этажного здания. А дорогу через мертвую пустыню Такла-Макан они защитили, высадив 436 километров живого леса, который поддерживают 109 солнечных насосных станций. Но Китай мыслит масштабами не только Земли, но и Вселенной. В кратере возрастом 45 миллионов лет они построили телескоп «Небесное око». Это полукилометровая тарелка, состоящая из 4500 панелей, которые меняют форму в реальном времени с помощью 10 тысяч стальных тросов. Он ищет пульсары и сигналы инопланетных цивилизаций. А чтобы питать всю эту матрицу энергии, они строят Токамак-Ист – искусственное солнце, которое удерживает плазму, разогретую до 150 миллионов градусов Цельсия. Это в 10 раз горячее настоящего ядра нашего Солнца. Но все эти технологии нужны не только ради рекордов.
Для некоторых стран строительство мегапроектов – это вопрос физического выживания. Индонезия прямо сейчас переносит свою столицу из Джакарты. Почему? Потому что старая столица с населением 10 миллионов человек тонет. Она уходит под воду на 25 сантиметров в год. Правительство приняло радикальное решение – бросить мегаполис и построить новый с нуля, прямо в непроходимых джунглях острова Борнео. Проект Нусантара уже в активной фазе. Экскаваторы вгрызаются в вековой лес, чтобы построить министерства и дворцы в форме мифической птицы Гаруды. К 2028 году это станет новым политическим центром страны, окруженным дикой природой. С похожей проблемой, но от перенаселения бежит Египет. Каир задыхается. 22 миллиона человек, адские пробки и смог. В ответ власти строят новую административную столицу посреди безжизненной пустыни. Размеры просто не укладываются в голове. Площадь нового города равна площади Сингапура. Там будет разбит искусственный парк в 2 раза больше Центрального парка в Нью-Йорке. А над всем этим великолепием уже возвышается 385-метровый небоскреб, самое высокое здание Африки. Правительство уже собирает вещи и переезжает в этот оазис водородной энергии и умных технологий. От безумных идей взорвать планету ядерными бомбами до создания искусственного Солнца, от провальных триллионных миражей до мостов, бросающих вызов ураганам. Человечество никогда не остановится в своей попытке подчинить природу. Мир уже меняется, и это происходит прямо сейчас, пока вы смотрите это видео. Вопрос лишь в том, к чему это приведет – к светлому будущему из научной фантастики или к катастрофе. А теперь напишите в комментариях, какой из этих мегапроектов пугает вас больше всего, а в каком городе будущего вы бы хотели жить? В зеркальной стене Саудовской Аравии, в джунглях Борнео или среди небоскребов Египта? Самые интересные комментарии я закреплю в топе. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить наши следующие путешествия в будущее. До скорого!